Приветствую вас, дорогие друзья, или, как говорят французы, bonjour, ведь мы сегодня во Франции, а именно в замечательном городе Лион. Лион – второй город во Франции, со своим историческим достоянием в 2000 лет, развитой экономикой и многочисленными учебными заведениями. На протяжении 2000 лет город оставался перекрестком дорог, местом встреч и культурных и экономических обменов. Лион входит в двадцатку главных европейских городов. Сразу спешу отметить, что помимо исторических достопримечательностей, Лион славится своей потрясающей кухней, благодаря которой заслужил почетный статус гастрономической столицы. В Лионе множество ресторанчиков, предлагающих традиционные блюда. Называются такие заведения бушонами. Они имеют статус бистро. Есть такой рыночек, продают всякую штуки всякие. Паэлья, фрукты, паста, колбасы. Очень много всего интересного, потому что Лион — это гастрономическая столица Франции считается. Там много всего очень интересного такого можно и вкусного найти. Там просто курочки с картошкой лежат. Помидор. Такие штуки какие-то сладкие, можно попробовать. Улитки. Нашли лягушачьи лапки, настоящее французское блюдо, деликатес. Хотим его попробовать. Как это будет вообще? Как бы все это не уронить. Так, сейчас я открою, потом буду снимать заново. Вот такая вот ля буше. Что, пробуем лягушачьи лапки. Мне даже самому интересно, что это такое. Оно с костями. Ну ты думаешь, это курица она? Да лапа ее? Много чеснока. Зелень. Типа курица. Ну горьковатая какая-то. Очень какая-то курица. Типа курица. Ну вот такое жабье мясо. Взяли, просто лягушку распяли, пожарили в масле на сковородке. Ну и вот мы ее съели. Употребили баночку. 100 грамм здесь в Лионе стоит 4,90. Вот эта баночка вышла где-то около 180 граммов. В общем, 200 граммов на 8 евро лягушки. Ну, где-то штучек, наверное, было и 8 их. Получается 1 евро, одна лягушка. И так, в среднем. Что-то между рыбой и курицей на вкус. Вот, только еще приправлено чесноком, зеленью и чуть-чуть присоленное. Конечно же, кто любит кино и интересуется историей кино, тот должен знать, что именно во французском Лионе жили и трудились те самые братья Люмьер, благодаря которым мы сегодня можем наслаждаться таким замечательным явлением, как кинематограф. Прибытие поезда на вокзал Ля Сиоты. Документальный короткометражный фильм, один из первых фильмов, снятых и публично показанных братьями Люмьер.
Несмотря на незамысловатость сюжета, на экране демонстрируется всего лишь остановка поезда у железнодорожной платформы вокзала до города Ля Сиота и движущиеся вдоль вагонов пассажиры, фильм приобрел широкую известность. По свидетельствам, возможно сильно преувеличенным, некоторые показы фильма вызывали панику среди публики, которая не была психологически готова воспринять ожившее изображение движущегося поезда. Фильм стал каноническим произведением кино благодаря тому, что впервые в истории выразительно передал на плоском экране движение в перспективе. Поезд появляется издалека, проходит наискось справа налево через весь экран на первый план и уходит за левый край экрана, создавая впечатление пространства. Кроме того, в этом фильме впервые в одном кадре были показаны съемки людей общим, средним и крупным планом. Мы сейчас около дома братьев Люмьер, которые изобрели кино, кинематограф. Вот он позади меня. Это дом-музей, и вот он находится в таком прекрасном парке, где отдыхают люди. И сейчас мы пойдем внутрь смотреть, что там. С детства братья отличались характерами и интересами. Луи, более мягкий и тихий, часто находился дома с отцом и занимался скульптурой, музыкой и живописью. Агюста же волновали открытие медицины и фотография. Интересно, что изначально отец, известной гениальной пары изобретатель Антуан Люмьер, чуть было не обанкротился, купив участок под фабрику по производству фотопластинок. Его спасло изобретение талантливого Луи – новые пластинки, технологически отличающиеся от привычных всем. Они позволили в разы ускорить процесс фотосъемки. Тогда-то у семьи сформировался настоящий, по-современному, бизнес. Луи Люмьер генерировал идеи и занимался изобретательством, а Агюст применял свои навыки менеджера. В 1889 году отец привез из Парижа новое изобретение Томаса Эдисона – кинетоскоп с набором из 12 крошечных фильмов. Устройство было громоздким и позволяло смотреть кино только по одному. На основе него Луи Люмьер создал новое устройство – синематограф. Оно же было портативным и могло проецировать видео на экран, а также производить видеосъемку и печатать позитивы. Именно поэтому правильным будет считать родоначальником кинематографа именно Эдисона, и братья это признавали. Но даже после своего открытия Люмьеры не верили в будущее кинематографа. Они считали кино несерьезным развлечением, которое не продвинется дальше коротких сценок о жизни. Вскоре, по мнению братьев, интерес публики к таким кинопоказам должен был пропасть. Поэтому ключевым занятием они считали фотографию. Почему же они продолжили работать над кино? Жилка бизнесменов, которая определенно была им присуща, не могла позволить упустить выгоду при многообещающей популярности и восходящей моде. Первый в мире киносеанс состоялся в ресторане Гранд Кафе в Париже на бульваре Капуцинов в 1895 году. Зрители могли увидеть 10 первых фильмов братьев Люмьер длиной не более минуты каждый. Всего было продано 35 билетов. Несмотря на небольшое количество зрителей в первый показ, интерес публики рос и сеансы стали регулярными. Уже через 3 месяца совместный бизнес приносил 2000 франков за ночь. Чтобы оживить немое кино, братья стали приглашать музыкантов, пианистов и саксофонистов, которые сопровождали видеоряд, подходящий под настроение мелодии. Позже Люмьеры отправили киномехаников в Европу для расширения известности изобретений синематографа и съемки новых кадров мировой величины, например, коронации российского императора Николая II. Сами же братья отправились в турне по Японии, Индии и Китаю. Вот такая вот вилла Люмьер. Люди были не бедные. Смотрите, какая отделка шикарная. Ну и большинство комнат закрыто, понятно. Не для посторонних глаз, наверное. Но побывать здесь стоит, это очень интересно. Через некоторое время карьеру съемки кино братья закончили, но продолжили развиваться в других направлениях.
Агюст всерьез занялся медициной, а Луи, немного позже, чем брат, посвятил себя исследовательской работе в области цветного и объемного кино, а во время Первой мировой войны создавал протезы. Агюст же изобрел специальные повязки для заживления ожогов и ран, изучал рак и туберкулез. Жизнь братьев была очень насыщенна, продолжительна и бесспорно интересна. В возрасте 83 лет скончался Луи в 1948 году, немного позже, в 1954 году, и брат Агюст. Ему был 91 год. Мы в музее кино. Как известно, в Лионе придумали кино братья Люмьер. И вот в таком старом здании средневековом находится музей кино. Смотрите, парфюмер. Здесь экспонаты из фильмов, со съемок, некоторые декорации, ну и просто копии того, что использовалось в фильмах. Просто невероятное собрание экспонатов с фильмов. Смотрите. Та самая маска. Нихуахуа. I was thinking that's the cameras they used to use like in Ten Commandments and The old ones. yeah, I mean, oh.
Это все миниатюры. Но если с определенного ракурса смотреть, получаем полный кадр. C'est tellement petit, le mignon. Ils sont pas tous. Миниатюры. В каких деталях изображены? Вот они маленькие, вот рука. Музей кино и музей миниатюр – просто магическое место. Рекомендация к посещению 100%. Территория Лиона – это территория Древней Франции, территория Древнего Рима, поэтому здесь остались древнеримские амфитеатры. Вот, что мы сегодня будем наблюдать. Après, en fait, si on n'a pas de cœur, on peut avoir quelqu'un qui tient ici. Сегодня бывший римский амфитеатр Трех Галлей в Лионе является одной из старейших городских достопримечательностей, а также местом проведения концертов и летнего кинофестиваля «Ночи Фурвье». А во времена римлян здесь присягали на верность императору легионеры, а также устраивали пытки и казни первых христианских мучеников во II столетии. Продолжаем прогулку по руинам. Все очень зеленое, свежее. Здесь не так жарко. Не так, как у нас в Испании. Поэтому достаточно комфортно гулять. Жарковато так, но нормально, терпимо. Время строительства амфитеатра определено приблизительно в 19 году до нашей эры. Свое название он получил в честь трех римских провинций, трех Галлий, на месте которых сейчас располагается современная Франция. Это Аквитания, Белгика и Лугдунская Галлия. До строительства амфитеатра на этом месте находилась часть гальской деревни Кандат, где собирались для решения важных вопросов представители гальских племен. Во времена римского правления Лион назывался Лугдуном и был объявлен столицей трех Галлий.
Какой-то закрытый туннель, непонятно что там. Ничего не видно. И с этой стороны тоже. Уходит вниз. Хорошо, что погода в Лионе сегодня порадовала. Обещали дождь, но однако дождя не было, и вот прогулка удается. Вот мы на вершине Римского театра. Вот один амфитеатр, и вот там еще один. И где-то должен быть третий, я не знаю. Здесь в этом Римском театре есть музей. Огромный, просто на 5 этажей. Поднимаешься на 5-й этаж и по винтовой лестнице спускаешься вниз. На каждом этаже выставлены экспонаты исторические, которые нашли при раскопках вот этого города. Очень интересно, и масштабы, конечно, поражают. В Лионе, важном центре галло-римской цивилизации, столице Галлии Лугдуни, было сделано множество находок, как случайно в процессе строительства, так и в результате археологических исследований. В музее собраны различные артефакты, такие как статуи, украшения, вещи повседневного быта времен римского владычества. Кроме того, встречаются объекты, относящиеся к кельтской культуре. Также в музее находится макет Лугдуна. Кафедральный собор Сен-Жен – главный храм города Лион. Помимо того, что он является резиденцией архиепископа Лиона, храм имеет статус примационального собора, поскольку лионский архиепископ носит почетный титул примаса галлов, пожалованный Папой Римским еще в 1079 году. После присвоения данного титула старый собор перестал соответствовать новому высокому статусу лионского архиепископа, поэтому в 1180 году на руинах древней церкви и баптистерии эпохи мировингов было начато возведение нового собора.
Для его строительства использовали блоки из белого известняка, взятые с развалин древнеримских сооружений, когда-то стоявших на месте нынешнего собора и разрушенных в IX веке. Строительство растянулось на века. Оно было завершено лишь в 1480 году, поэтому собор, который начали строить в романском стиле, к завершению своего строительства приобрел готические черты. Восточная часть собора, смотрящую на реку Сона, включая апсиду и хор, выполнена в романском стиле, а его западный фасад и неф в готическом стиле. Интерьер храма также выполнен в смешении романского и готического стилей. Здесь есть и огромные витражные окна розы, и узкие ланцетовидные окна с романскими витражами, и аркады из полукруглых и стрельчатых арок, и висячие галереи, и великолепный нервюрный свод. Среди сокровищ собора старинные астрономические часы XIV века, самые старые во Франции, средневековые витражи XII-XIII веков, два старинных креста, сохранившиеся со времен Второго Лионского собора 1274 года, часовня Бурбонов, построенная в стиле поздней готики в конце 15-го, начале 16 веков и оформленная великолепным растительным орнаментом, статуя Иоанна Крестителя, выполненная Блезом в 1780 году, и соборный орган, построенный в 1842 году. За свою историю Лионский собор был участником многих важнейших исторических событий. В 1245 году в его стенах проходил Первый Лионский собор, созванный папой Иннокентием IV. В 1274 году Второй Лионский собор. В 1316 году здесь состоялась коронация папы Иоанна XXII. В 1600 году в соборе венчались Генрих IV и Мария Медичи. В 1622 году состоялась церемония интронизации кардинала Ришелье, а в 1805 году в соборе Сен-Жан были обвенчаны Наполеон I Бонапарт и Жозефина де Бугарне. Вот таким пред нами предстал Лион. Чарующий, где-то ужасающий, где-то удивляющий, но всегда открытый и невероятно красивый. Но и это еще не все. On était avec eux là-bas. On était avec eux tout le temps.
Bye.